Как изменились отношения между мужчинами и женщинами, и изменились ли вообще? Кажется, что за последние десятилетия мир перевернулся с ног на голову. Технологии, темп жизни, ценности — все стало другим. Но действительно ли изменилась сама природа человеческих чувств? Или же мы просто используем новые средства для выражения тех же эмоций, что переживали наши предки? Расспросите ваших дедушек о том, как они ухаживали за вашими бабушками. Поинтересуйтесь у ваших пап и мам, как развивались их романтические отношения. А теперь сравните с вашим опытом и с тем, что вы наблюдаете вокруг. Попробуйте понять разницу или, напротив, обнаружить сходство. И тогда вы сможете подтвердить или опровергнуть мнение ученых о том, насколько отличаются отношения мужчин и женщин сейчас и в прошлой эпохе. Надеемся, что наше видео облегчит вам эту задачу. Новым поколениям, как правило, свойственна некоторая самоуверенность. В эпоху торжества невиданных ранее технологических достижений отношения между мужчинами и женщинами прошлых лет кажутся несколько устаревшими. Соцсети, интернет, искусственный интеллект, компьютеры и смартфоны. Неужели все это никак не повлияло на выбор и общение с партнером? Ученые полагают, что в целом нынешние представления об отношениях мало чем отличаются от предыдущих. По мнению психолога Брайана Огольски из Университета Иллинойса, они остались практически такими же, какими были 10 или даже 20 лет тому назад. Слегка изменилось лишь то, что специалист называет траекторией построения отношений. Точки входа в них стали более разнообразными, так же, как и варианты выхода из них. В частности, это продемонстрировал опрос 250 студентов в возрасте от 18 до 29 лет, проведенный в 2022 году. Его участников попросили поделиться своим опытом и мыслями о том, с чего обычно начинаются, как развиваются и чем заканчиваются романтические отношения. Анализируя результаты опроса, исследователи обнаружили 4 стадии. Первая, как и следовало ожидать, это флирт. Он мог стартовать как при личном контакте, так и онлайн, и обязательно включал поиск общих интересов. Если они в достаточной степени совпадали, то мужчина и женщина переходили ко второй стадии отношений – проверки их потенциала. На этом этапе обычно принималось решение, развивать отношения дальше или нет. При этом стадии флирта и первых свиданий рассматривались молодыми людьми как часть более широкой модели межличностного взаимодействия, то есть как некая норма поведения и общения, которая не обязательно приводит к формированию отношений. Но если они все-таки завязались, то наступает третий этап, на котором для партнеров важно обозначить статус друг друга. И вот здесь как раз и были выявлены некие различия с предыдущими поколениями. Дело в том, что аналогичный опрос проводился 10 годами ранее. В 2012 году подтверждением серьезности союза считалась помолвка. В 2022 она была уже не актуальна. Маркером значимости мужчины и женщины друг для друга могло стать, например, принятие решения о совместном проживании. Таким образом, отношения переходили в 4-ю стадию, на которой они заканчивались либо какой-то формой брака, либо разрывом. В целом, по мнению Огольски, развитие романтических отношений не претерпело значительных изменений. Примерно такими же они были и 10, и 20, и 40 лет назад. Новейшие технологии, такие как ИИ, соцсети и приложения для знакомств, на сознание молодых людей и модели поведения парней и девушек почти никак не повлияли. Не изменились и условия счастливого брака. Для него по-прежнему оказалось важнее не любовь, что бы под этим словом ни подразумевалось, а схожие ожидания от брака и одинаковое отношение супругов к большинству важных вопросов. Например, жены, которые верили в равное распределение домашней работы, были гораздо счастливее, если мужья разделяли их мнение. Если же оба супруга считали нормой традиционное распределение бытовых ролей, то это никак не мешало их семейному счастью. Женское счастье психологи также сумели разложить по полочкам. Они проанализировали онлайн-анкеты 415 женщин, находящихся в романтических отношениях, в возрасте от 23 до 45 лет. Результаты были опубликованы в журнале Behavioral Science. Согласно им, в романтических отношениях существует 4 фактора, при которых возможно максимальное благополучие женщины.
Первое место занимает психологическая удовлетворенность отношениями с мужчиной. Второе — удовлетворенность интимной жизнью. Третье место заняла эмпатия. Чем лучше женщина понимает своего партнера и разделяет его чувства, тем она счастливее. Четвертый фактор — наличие детей. Правда, тут есть один непредсказуемый нюанс. Дети могут не только повышать уровень романтической близости между партнерами, но и снижать его. Исследование обнаружило также и другие закономерности отношений женщин со своими партнерами. Сомнительным условием для достижения женского счастья оказалось наличие высшего образования. Видимо, в поговорке «горе от ума» отражена какая-то психологическая реальность. Женщины с высшим образованием намного чаще сомневались в адекватности текущих отношений, чем женщины без него. В бурные романы с головой бросались преимущественно дамы, у которых не было работы. Видимо, страстная любовь компенсировала неким образом повседневное однообразие и отсутствие производственной нагрузки. Своеобразным порогом счастья являлись 5 лет брака. Преодолев этот рубеж, женщины чувствовали себя более защищенными и счастливыми. Подводя итог своим исследованиям, психологи определили женское счастье как баланс эмоциональной близости, взаимопонимания и сексуальной удовлетворенности. Убери из этого уравнения одну позицию, и психологическое благополучие женщин окажется под большим вопросом. Изучить механизм, который приводит к разрыву отношений, решили ученые из Еврейского университета в Иерусалиме. О факторах, влияющих на решение пары расстаться или продолжить совместную жизнь, они рассказали в публикации в журнале «Коммуникация. Психология». Их, как ни странно, оказалось тоже 4, и они находятся в зависимости от культурных традиций. Исследователи предложили 100 тысячам человек из 55 стран ответить на вопросы анкеты, чтобы выяснить отношение людей к браку и разводу, личные ценности участников и культурные нормы их стран. Обработав данные, они обнаружили следующие закономерности. Чаще разводились члены тех обществ, в которых личная свобода являлась одной из базовых ценностей. Установка на эмансипацию личности и приоритет личных ценностей над общественными также увеличивала вероятность разводов. Там, где больше ценили незыблемость традиций, она существенно снижалась. Индивидуальные установки тоже имели большое значение для стабильности брака. Любопытные люди, жаждущие новых впечатлений, разводились чаще, как и те, кто ценил жизненные удовольствия и личную свободу. Обычно мы относимся к разводу как к личному решению, которое принимается супругами. Однако исследование израильских ученых показало, что это далеко не так. Социальный контекст и культурные нормы имеют огромное значение, а это значит, что, заключая брак, стоит заранее учесть возможные риски, адекватно оценив личные установки и общественные ценности, которые разделяет твой партнер. Психологи рассчитывают, что лучшее понимание тайны супружеского счастья выведет семейную терапию на новый уровень и поможет парам сохранить доверительные и романтические отношения. Итак, что мы видим? Век технологий не изменил человеческое сердце. Оно по-прежнему ищет тепла, взаимопонимания и уверенности в другом человеке. Только формы выражения этих чувств стали современнее. Счастье по-прежнему строится на тех же вечных основах — уважении, эмпатии и готовности идти рядом, а не впереди. Берегите свои отношения, цените близких, не бойтесь разговаривать о чувствах и искать точки соприкосновения. Если вам было интересно, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим материалом с теми, кто верит в силу любви и понимания. А как, по-вашему, изменились отношения мужчин и женщин сегодня? Напишите в комментариях. Обсудим.